Описание и характеристика всех знаков зодиака. Сколько знаков зодиака существует? Принято считать, что 12. Но в последнее время стали все чаще говорить о существовании 13-го знака зодиака. Одни астрологи признают существование змееносца, другие опровергают. Мы представляем классический гороскоп по знакам зодиака. Овен. Первый знак зодиакального гороскопа. Характер сильный, волевой, смелый и даже отчаянный. Представители этого знака зодиака четко знают, чего хотят, и идут к цели, не оглядываясь ни на кого. Женщины овны несгибаемы. Они ставят цель и идут к ней. Мужчинам бывает не просто покорить женщину овна. Но обладая высоким интеллектом, они понимают, когда нужно отступить на шаг назад и дать любимому человеку пространство для маневров. Мужчины овны. Великие упрямцы, таких еще поискать нужно. Они никогда не отступят от своего. Это те люди, которые, даже понимая, что они ошиблись, будут настаивать на своем. Сколько чудесных начинаний были заброшены именно из-за упрямства этих мужчин. Союз овнов с представителем своего же знака зодиака будет запоминающимся, но вряд ли просуществует долго. Крепкие союзы овны могут заключить с близнецами. Они будут понимать друг друга с полуслова. Овнам лучше избегать союза со скорпионами и весами. Брак между представителями этих знаков быстро заканчивается, из-за невозможности договориться по ключевым вопросам. Телец. Всегда в ресурсе. Представители этого знака зодиака неторопливы и размеренны. Они умеют сохранять баланс между личной жизнью и карьерой. Этот навык помогает им быть всегда в отличном состоянии. Тельцов может выбить из колеи любая неожиданность. Они привыкли жить по плану, и любое отклонение от курса дестабилизирует их. Женщины-тельцы – прекрасные подруги. Они умеют поддерживать сложные минуты и разделять счастливые моменты. В отличие от представителей других знаков зодиака, тельцы обрастают друзьями всю жизнь. В любом новом коллективе им удается найти единомышленников. Мужчины-тельцы слывут рефлексирующими особами. Они медленно принимают решения, предварительно обдумав их несколько десятков раз. Но если они что-то решили, то уже не отступят. Тельцы часто увлекаются близнецами и рыбами. Из этих союзов выходят отличные гармоничные браки. Скорпионы тоже нередко привлекают внимание тельцов. Но, как правило, из этих отношений не выходит ничего хорошего. Так как скорпионы душат своим эгоцентризмом тельцов, не дают раскрываться в полной мере их таланту. Близнецы. Страдают от сложной природы собственных чувств. До 30 лет представителям этого знака зодиака очень сложно совладать с собой. Они не могут описать свои эмоции, формализовать их. Близнецы способны одновременно испытывать и ненависть, и любовь, и сочувствие, и раздражение. Двойственная натура этого знака истязает самого представителя знака. Женщины-близнецы наделены здоровым любопытством, и они умеют извлечь из этого выгоду. Люди, которые встречаются с представителем этого знака, служат для близнецов источником знаний. Неудивительно, что в компании друзей близнецы слывут умными и начитанными людьми. Мужчины-близнецы рискованные и амбициозны. Они часто достигают невиданных высот, не прилагая к этому титанических трудов. Страстные романы у близнецов случаются с водолеями, а прочные союзы с овнами. С последними у близнецов совпадают интересы, ценности и подход к жизни в целом. Также близнецов нередко тянет к весам. Но этот роман изматывает обоих представителей знака, и рано или поздно заканчивается скандалом. Рак. Живет в мире эмоций. Люди этого знака тонко чувствуют жизнь, от этого часто хандрят. Они переживают всю боль мира, откликаются на чужие проблемы, и готовы помогать всем. Материальные блага им редко бывают интересны. Сподвигнуть их заниматься нелюбимым делом могут только финансовые трудности семьи. Ради близких они готовы переступить через себя. Женщины-раки испытывают частые перепады настроения. Их эмоциональное состояние зависит от обстоятельств.
Плохая погода. Слишком громкий тон партнера. Косой взгляд начальника. И женщина-рак впадает в уныние. Мужчины-раки любят находиться в одиночестве. Выстраивать коммуникацию с новыми людьми им сложно. Они недоверчивы и подозрительны. Поэтому дружеские, крепкие отношения у них складываются редко. Союз с рыбами и водолеями подарит ракам настоящее счастье. В этих отношениях рак получит заботу и поддержку. Представители водной стихии помогут раскрыться талантам рака. Раки и девы. Две противоположности. Они почти никогда не находят общего языка. Если и случаются романы, то они плохо заканчиваются. Лев. Жизнями львов управляет желание быть успешным. Им важно, чтобы ими восторгались. Им оборачивались вслед. О них восторженно отзывались и ставили их в пример. Львы тяжело справляются с критикой в свой адрес. Они обрывают общение со всеми, кто посмел усомниться в их компетенции. Однако все сказанное обдумывают и делают выводы для себя. Женщинам-львам свойственно предъявлять к себе высокие требования. Они сами страдают от того, что истязают себя все новыми и новыми задачами. Им мало быть в чем-то профессиональным, важно быть лучше других. Мужчины-львы тщеславны, обидчивы и легко ранимы. Они не готовы к честной конкуренции. Понимая, что не способны выиграть у противника, они предпочитают ретироваться. Львам редко удается заключить один счастливый брак на всю жизнь. Партнеру львов нужно постоянно окружать их вниманием, любовью и заботой. Стоит только отвлечься, как львы начинают искать им замену. Такой непростой характер способны вынести водолей и рыбы. Дева. Представители этого знака самодостаточны. Они не зависят от мнения партнера, коллег и обстоятельств в жизни. Жизненную энергию девы черпают изнутри. Сохранять независимость им помогает легкая отстраненность ото всех. Девы не бывают душой компании, хотя к ним и тянутся люди. Они сами выбирают путь одиночки. Так им проще двигаться и развиваться. Женщины-девы – это загадки. Их сложно разгадать даже самым близким людям. Мужчинам, которые хотят их покорить, бывает непросто подобрать к ним ключ. Дев невозможно купить, невозможно покорить. С ними можно только договариваться. Мужчины-девы – индивидуалисты. Они всегда сохраняют дистанцию. Даже в кругу самых близких друзей. Представители этого знака мыслят критически. И все ставят под сомнение. Девы и львы образуют отличные союзы. В компании властного и конкретного огненного знака девы расцветают. Они готовы пойти на сближение. Но стоит их один раз предать, как они больше никогда не будут никому доверять. С чувствами дев нужно быть очень аккуратными. Весы. Весам сложно дать характеристику. Они непостоянны. Сегодня дружелюбны, завтра враждебны. Сегодня активны, завтра пассивны. Пожалуй, в одном они не изменяют себе. В стремлении всегда учиться. Женщины-весы в общении милы и приятны. Но за этим скрывается твердость и желание управлять ситуацией. Зная о своей темной стороне, весы часто стараются ее скрывать. Но близкие люди знают, что внешняя дружелюбность весов обманчива. С мужчинами-весами легко найти общий язык. Они умеют со всеми поддерживать приятельские отношения. Но стоит сблизиться с мужчинами-весами, как открывается их другая сторона. Они критично настроены к другим людям и пессимистично смотрят на мир. Весы и скорпионы часто совпадают в ожиданиях от жизни. Представители этих знаков способны построить крепкий союз друг с другом, уже в зрелом возрасте. Удается весам раскрыть сердце одиночек раков, уравновесить их строптивый нрав. А вот с представителями своего же знака, весы редко создают прочные союзы. Оба часто сомневаются, изводят друг друга недоверчивостью. Скорпион. Скорпионы обладают мощной харизмой. Они способны расположить любого человека к себе, но своим очарованием они никогда не пользуются. Более того, они не боятся быть неудобными, никогда не подстраиваются под ожидания окружающих.
И, возможно, именно этим и привлекают к себе внимание. Сила женщин-скорпионов в их слабости. На первый взгляд это очень нежные создания, но в действительности они обладают мощью титана. Если они поставили перед собой цель, то точно ее добьются. Окружающие будут им в этом способствовать, сами не замечая того, как скорпион ими ловко манипулирует. Скорпионы и весы отлично уравновешивают друг друга. Основа отношений этой пары – доверие друг к другу. А вот союза со львами-скорпионом лучше избегать. В браке эти двое будут жить, как на вулкане. Стрелец. Стрельцы – вечные дети. Они искренне отдаются делу, которым заняты, и влюбляются, как в последний раз. Жизнь с ними – сплошной восторг. Они фонтанируют идеями, готовы вытаскивать партнера из уныния и не видят проблем ни в чем. Нет денег. Стрельцы заработают. Одолела рутина. Устроят праздник. Женщины-стрельцы становятся прекрасными матерями. Воспитание детей дается им легко. Они искренне не понимают женщин, которые страдают от общения с собственными отпрысками. Мужчины-стрельцы общительны, умеют выстраивать прочные социальные связи. Они никогда не унывают. Если у них что-то идет не так, то они не анализируют, почему так вышло и кто в этом виноват. Они смотрят в будущее и ищут выход. Стрельцы могут заразить своей жаждой жизнью любого. Но прочные союзы у них выходят со львами и овнами. Отношения с рыбами обычно заканчиваются, не успев начаться. Но этот короткий роман запомнится обоим на всю жизнь. Козерог. Козероги умеют жить. Им удается сочетать несочетаемое – карьеру и семью. И нередко и там у них все на высоте. В офисе они ценные сотрудники, дома – отличные супруги и родители. Женщины-козероги ставят в приоритет свою семью. Они легко откажутся от карьеры, если этого потребует супруг. Мужчины-козероги идут по жизни смеясь. Окружающих они удивляют своей способностью делать дела играючи. При этом им можно доверить самый сложный проект, неразрешимую задачу, и они с легкостью найдут решение. Козероги могут вдохнуть жизнь в меланхоличных рыб, дать стабильность близнецам и уравновесить львов. Но сами они раскроются только рядом с водолеями. Водолей. Умеют сочетать романтичный и реалистичный взгляд на мир. Они строят свою жизнь таким образом, что их реальность действительно окрашена в розовые тона. Они кирпичик за кирпичиком продуманно выстраивают свою жизнь так, чтобы в ней не было места подлости, ненависти и злости. Женщины-водолеи – отличные матери и жены. Они видят свою миссию в том, чтобы о ком-то заботиться. Если не складывается с личной жизнью, то они от этого не страдают, а компенсируют недостаток семьи занятием волонтерством. Мужчины-водолеи живут в удовольствии. Они не гонятся за успехом, но он часто сам приходит к ним. И даже будучи на вершине жизни, они всегда думают о тех, кому плохо, и стремятся помогать по мере сил слабым. Легкий характер водолеев позволяет им создать счастливые союзы практически с любым знаком зодиака. Но раскрыть все свои таланты им позволят рыбы и раки. Рыбы обладают удивительным запасом прочности. С виду это меланхоличные люди, которым нужна надежная опора. Но стоит им столкнуться со сложностями, как они тут же мобилизуются и находят мудрое решение ситуации. Женщины и рыбы – воплощение женственности и нежности. Это романтические особы, которые умеют ценить в людях их душевные качества. Люди тянутся к рыбам, но представители этого знака не всех готовы принять в друзья. Они обладают удивительной интуицией, которая отводит их от недоброжелателей. Мужчины-рыбы честны и порядочны. Они не ставят перед собой великих целей. Они умеют получать удовольствие от банальных вещей. Видеть красоту в простоте и ценить то, что у них есть. Мечтательным рыбам рядом нужен надежный человек, который твердо стоит на ногах. Неудивительно, что рыб привлекают львы. Они интуитивно чувствуют их силу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам!
и вашим близким, сегодня и всегда.